Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление временем. Когда мы говорим о времени действия, например, человека, то мы рассматриваем то, что время действия Бога на уровне восприятия человека совпадает с временем действия человека. То есть человек действует в какой-то событийной системе, и при этом он видит, что Бог эту событийную систему ему послал. То есть там земля, платформа какая-то под ногами, растительность и так далее. И вот если распаковать эту систему наоборот, то есть смотреть, как вообще Бог ему это посылал, то есть как разворачивал события, то мы увидим пространственное время Бога. То есть Бог распространяющий события, как некую скатерть, скажем так, самобранку, где каждый следующий уровень — это следующая скатерть. И получается, что исходя из этого управления мы видим, что время получается, что можно сжимать. Например, при управлении событиями прошлого вполне можно увидеть, что если рассмотреть время как динамическую систему, то можно по типу подвижной жидкости, влить время в структуру пространства, где есть максимальные изгибы пространства, и получается, что время само по себе начинает фильтроваться в ту или иную систему, так называемые внутренние часы времени, можно такой термин ввести. И тогда получается, что мы понимаем душу Бога, действующего вне времени, ведь кто-то должен часы эти создать. И получается, что тогда мы можем четко определить координаты событий по структуре, скажем, есть капля росы, в жидкостных системах. Здесь то же самое. Очень четкий есть критерий времени, где событие обязательно свершится. Там есть концентрация времени, которая именно за счет многоплоскостного движения, может быть, это больше похоже именно на такую подвижную динамическую жидкость, свет, который рождает время, даже можно так посмотреть, то здесь мы видим, что осуществление событий часто имеет абсолютно статичную, жесткую форму. Например, через секунду, те же самые события сохраняются. Через 5 часов, в принципе, можно сказать, что тот же самый дом, через 100 лет можно сказать, что конкретный уровень события, он будет в виде выявленных величин, какая-то гора, например, камень и так далее. Но чтобы сказать, что через 100 лет человек будет находиться в этом месте, однозначно, естественно, нельзя, если с ним заранее не договориться, при условии, что он сможет туда приехать. И получается, что технология именно вечного развития человека — это все-таки вневременная технология с точки зрения обязательного доступа человека в любую среду. И здесь получается по аналогии с тем, как делает эти часы времени Бог, внутреннее время Бога, что Бог, делающий структуру управления временем, он дает человеку делать то же самое. То есть получается, что человек фактически кузнец своей собственной вечной жизни. Если он выйдет за пределы, например, структуры временного управления, то он очень четко увидит, что в его жизни является определяющим. То есть картина очень проста. Человек выходит за пределы настройки системы управления и видит, что часто бывает достаточно один световой импульс дать, например, на собственную систему управления, и все. И следующие 100 лет он спокойно, безмятежно проживает. То есть очень упрощается система управления, когда человек, например, видит, где, так называемые, точки входа в информацию времени, причем того времени, которое синхронизировано с действием Бога. Ведь для Бога в человеческом понимании время — это тоже действие. Любое проявление — это в том числе действие Бога. И получается, что для Бога это олицетворенная система. То есть для него что пространство, что время, что вообще любое действие, все делается с одинаковым уровнем управления, с одинаковым уровнем первичного импульса. Все исходит из него, из Бога. И получается, что когда так мы рассматриваем реальность, то время, исходящее, например, из человека, это есть механизм регулирования времени. Именно тот, который существует внутри человека. То есть статус человека позволяет регулировать ось временную от себя
изнутри, да, из внутреннего состояния событий, личности, там, дел, до как бы граничной точки, где вот именно переходит уровень в самоуправление. А дальше уже время управления идет. То есть вот чтобы распознать, где мысль, а где управление, эта методика позволяет четко разграничить именно границы мышления и границы реального управления, то есть реальности. Время, идущее от вас до ограниченной области, видоизменяется и может быть просто мышлением. Вот просто по характеристике времени можно определить, что вы мыслите или вы управляете. Ну, вот опытные управленцы, они практически все время начинают управлять. Они мышление уже сразу переводят в структуру управления, и получается, что для них вот этой граничной среды как бы и нет, они все время в зоне управления находятся. Но для начального уровня, вот именно уровня начального познания, очень важно, что как только мы видим как бы жидкостную фракцию времени, я ведь представил ее как некую жидкость, растекающуюся в пространстве, например, прошлого, да, то мы понимаем, почему больше вот жидкости вообще в среде в окружающей. Потому что идет стабилизация временного как бы фона, что будущее более фиксировано, более распределено, если вот рассмотреть, например, ну, как бы более устойчиво распределено с точки зрения благоприятного все-таки развития. И если рассмотреть, вот почему все-таки так много жидкости вот на планете Земля, да, морей, океанов и так далее, то получается, что именно потому, что вот фаза распределения границ материков, поверхность воды, почему возникает там цунами, торнадо и так далее. Потому что можно просмотреть, где вообще вот временной изгиб происходит пространство, и четко видеть, как бы прогнозировать, где вообще это цунами будет. То есть можно выработать совершенно четкую конструкцию именно личностного восприятия. Не то, что там надо какие-то именно какие-то сложные там формулы или графики разрисовывать, а вот видеть события в именно временном контексте. И получается, что когда мы начинаем так вот развиваться, то мы видим, что внутреннее время человека сопоставимо с временем Бога. То есть на каком-то уровне, на уровне, вообще говоря, проявления души человека во всех событиях мира, время человека и время Бога совпадает. А если есть хотя бы один участок совпадения, то элемент подобия распространяет как бы принципы пролонгированности, да, на любую систему, то человек, значит, тоже вечен. И одновременно логика срабатывает очень четко. Достаточно поставить задачу увидеть действие души в любой точке мира. Как правило, это не обязательно ведь осознать сразу весь мир, это как бесконечное количество явлений, а достаточно выделить только приближенную область, вот где это осознать. Так вот, выделение этой области — это есть временное действие. Человек выделяет импульс, идущий как бы из внутреннего содержания самого человека в область действия, да? И получается, вот это выделение он характеризует как событие. То есть он что-то в оптике, ну как некую пальпацию производит пространство впереди себя, но там же не какие-то там конкретные кирпичи или там деревья растут, а это просто пространство, мышление. Хотя, если вы хотите получить кирпичи или деревья, да, построить дом, чтобы он не разрушился от какого-то возможного там землетрясения, то можно четко просчитать систему устойчивости, достаточно только ваше действие синхронизировать с действием Бога по бесконечному развитию этого элемента, дома или дерева. Тогда вы будете видеть, как вообще этот кирпич, где найти, то есть у вас очень четко, буквально по временному графику, будет определено, где находятся, ну, например, там, стройматериалы, да, из которых получится дом, который благоприятен. Вот вы можете видеть положение вещей. Не каждый как бы строительный вариант, а именно благоприятный для вашего развития, там, всей цивилизации, да, для вечного развития. И исходя из этого, получается, что синхронизация времени — это взаимный поиск людей и Бога по одному как бы уровню времени. Бог поставил задачу, но Он дал время для исполнения. И вот когда мы рассматриваем, а где вообще Он это время заложил, то логически очень просто. Ну, строите дом, значит, надо искать строительный материал. Время заложено здесь, да, в этом пространстве. Вы же ищете, там, покупаете эти материалы или где-то приобретаете, начинаете думать, почему именно так тогда вы идете, да, именно этой траекторией. И вот здесь возникает, ну, на физическом плане просто, здесь возникает вот время души Бога, которое совпадает с временем действия, вообще говоря, всех людей. Вы действуете все-таки аналогично, да, существуют аналогичные системы, то есть для людей существует, например, там одна дверь, да, в дом.
Не строится в каждом случае, ну, некая такая парадоксальная была модель, да, отдельный вход, но с точки зрения Бога у него всегда индивидуальный вход. И вот здесь вот существует именно разница, да, между действием Бога и действием человека в интервале времени. Именно в интервале, в каком-то конкретном. Когда мы начинаем говорить о бесконечности, вход опять становится один. Вот, и поэтому получается, когда мы ставим вопрос, как вообще Богу действовать там, в качестве человека, достаточно просто. Просто нужно ну, делать концентрацию на бесконечной среде, и он будет действовать, ну, заходить в ту же дверь. А получается, что когда одновременно на одном статусе идет и Бог, и человек рядом, и они идут в бесконечное развитие, то время становится управляемым. То есть это уже будет не та жидкость, которая там растекается и, как бы, возможно, хаотично, да, в чем-то, хотя там хаоса по сути нет. Вот именно здесь отсутствие хаоса очень четко выявлено, именно в динамике развития динамического, как бы, уровня жидкостной фазы времени. То когда вот одновременно действуют и Бог, и человек, то время приобретает именно сфероидальный уровень, который может поместиться, например, да, и в руке человека, и в руке Бога. И одновременно это время является вездесущим. То есть, когда человек переводит взгляд куда-то в будущее, он видит опять эту же сферу времени. Ну, есть такое понятие, там, сфера времени, да. Так вот, чтобы эту сферу перевести дальше, ну, там, в кубатуру, да, что-то приближенное, нужно добавить, как бы, интеллектуальную функцию, интеллект времени. То есть, время, обладающее интеллектуальным уровнем воспроизводства. Время воспроизводит, как бы, самое себя. И когда само себя время воспроизводит, то получается личность человека. То есть человек видит свое отражение времени. Время — это и зеркало. И когда вы смотрите в зеркало времени, да, то вы видите, что, как бы, ну, почему происходит уровень каких-то действий, то есть почему вообще человек стареет. Получается, что если он зафиксировал, например, на одном уровне, ну, как бы, структуры такого зеркала, да, там раскрыл створки и сделал несколько отражений, то он перестает стареть. Вот простой элемент отсутствия старения. Достаточно многократных уровней переотражения в структуре времени, то есть из времени организовывается материя, так, подобная зеркалу, и просто не плоский вариант, а вот были как типа там со створками раньше, такие, может, ну, сейчас уже есть, конечно, конструкции боковыми, да. И получается, что если вы смотрите одновременно на несколько изображений, вы получаете фиксацию. Чем больше отражений, тем более замедленное действие, да. И получается, что когда вы получаете такую конструкцию, то дальше уже вы понимаете, как вообще перевести, ну, скажем, вот эту сферу там в куб. Достаточно создать количество отражений, то есть меняется форма, да? То есть, с одной стороны, получается, что как раз-таки форма становится более статичной, чем больше отражений, но когда вы смотрите, а когда смотрят на вас, чтобы создать элемент реальности в коллективной фракции сознания, нужно создавать отражение, где каждый элемент участвует, и вы видите, что ваша душа строит вообще мир конкретно в каждой точке, то есть вы являете временную линию своей собственной души. А это очень полезное качество, потому что это вы видите структуру, ну, там своеобразная такая золотистая, бывает золотистая, иногда серебристая цвета нить, она имеет конкретную длину, значит, она имеет, ну, как бы такую сегментообразную форму. Это вот это своеобразное, ну, мерило души, скажем. Ваша душа может четко замерять события, сколько до них осталось времени. И когда человек работает, он своеобразное измерение постоянно осуществляет. И когда вы видите работу этого механизма, да, скажем, души, да, ну, в таком упрощенном понимании, говорю, механизм, на самом деле это динамика развития души в будущее. Это неразрывная здесь система, время неразрывно. Мы можем, конечно, взять его, растянуть там как резину, но так бы порвать время, да, это сложновато. Это получится как бы дискретный уровень событий. И насколько это нужно делать, да, тогда чем рвать, да? Чем рвать вообще время, если мы решили взять там и разорвать, то получается руками. Чем еще можно взять и растянуть систему? Да? Получается, для свойств дискретности пространства нужны руки. И таким образом вы по аналогии, как собираете, да, логически свое тело, также и видоизменяется внешняя реальность. Из куба можно получить любой другой дискретный элемент,
то достаточно хотя бы изменить форму сферы времени, уже весь мир фактически готов, да, в проявленном виде. И вот это вот проявление, это мощный фактор, на самом деле, излечения фактически от любого заболевания, ну, скажем так, которое находится в интервале управления временем, то есть которое как бы значит, управляемо, то есть есть заболевания, которые тоже имеют вневременную форму, так скажем, да, они не относятся к структуре человека, да, это, как правило, какие-то искажения пространства, экологические там проблемы, катастрофы, но здесь можно очень четко проследить связь экологии, связь, возможно, ненормированного развития человека в будущем с тем, как сейчас себя чувствует человек. И когда он видит, например, вот эту линию своего дальнейшего развития, он очень четко понимает вообще, что ему нужно сделать в экологической безопасности. То есть он осознает определенный как бы свой гражданский долг, там, да, общеземной долг перед миром, там, Создателем, Богом, чтобы суметь, вообще говоря, перед собой тоже. Он же родился, значит, он выбрал свой путь. И получается, что здесь вот очень четко определяется вот эта вот коллективная система взаимодействия, так скажем, душ людей, то есть души людей, душа каждого человека работает в одной точке тоже, ну, эффект всеприсутствия, да, души. И мы очень четко технологически видим, как вообще души людей и душа каждого человека в отдельности строят время для себя и коллективно. Ну, то есть это все равно, что жилище для себя и коллективные, да, там какие-то залы, концертные залы, там, церкви и так далее. Почему вот именно такую форму имеет церковь там, в зависимости от религии, страны и так далее? Потому что это синхронизация времени души человека и, вообще говоря, того момента, когда Бог смотрит на человека в восприятии человека. Бог-то все равно всегда смотрит, но именно когда человек считает, что он готов, да, к контакту с Богом для следующего действия, но так как человек все равно всегда действует, что-то делает, и всегда он готов, то вот эти как бы кульминационные моменты, значит, действия в храмах, да, молитвы, просто внутреннее действие, это вот есть уровень перехода времени. Человек как бы внутренне выбирает время. Он же сначала идет в храм или настраивается на молитву, он как бы где-то пытается, или не то, что пытается, часто он просто знает, в какое время, если у него есть система. И вот эта вот система перехода к тонкому, там, внутреннему, что ли, миру человека, это есть организация человека, но уже во времени. То есть вот до сих пор, до этой части лекции я как раз говорил о том, что человек вне времени делает управление и получает сразу же, да, долгосрочный уровень может получить управление, так же как Бог, создавший часы времени, то когда мы уже пришли оттуда, получается, да, из вневременного уровня, к тому, что мы пришли во внутренний мир человека и получили время человека, то есть действие во времени, да, не значит, что там как подушно надо встать визуально во время, а именно во времени, одна точка времени говорит о том, что вы действуете во времени. В этом и отличие, что для человека эффект присутствия времени внутри, ну или там на коже, или просто осознание того, что внутренний мир — это есть мир, который воспроизводится и взаимодействует с внешним миром, вообще говоря, имеет время, да, развития. Вот это и есть контакт с Богом. Там, где есть переход из вневременного уровня в уровень временной. Логически тоже ясно, что Бог, который находится из уровня, скажем, вне времени и переходит также в уровень как бы, ну, временной для человека, да, в уровень самого времени как такового, он, естественно, это может делать, но ведь проще, если там люди идут по одной траектории, им проще взаимодействовать на известных интервалах. А самый простой известный интервал, логически понятно, есть элемент, где нет времени, есть элемент, где есть время. Элементарно,
выясняется логически, что именно переход — это область встречи, да, контакт. Так вот, получается, что настрой человека на молитву, на уровень передачи информации Богу, взаимодействия с Богом, это есть как раз-таки уровень организации фактически вневременного пространства, да, личностью человека в том числе, и организации фактически пространства времени. И получается, что здесь мы начинаем уже подходить к управлению временем так, что мы сами создаем вневременное, сами создаем пространство времени, и уже вот интервал именно перехода, когда вы, значит, здесь смотрите на реальность таким образом, что сам-то переход — это опять получается ваша личная инициатива, то здесь вот как раз-таки участвует уровень, где Бог вам ставит задачи, и вы их выполняете. Вот выполнение задач находится внутри вот этого интервала перехода. И там очень четко видно, что задачи выполнены благоприятно. То есть, если ставить вопрос, откуда брать как бы манну небесную, ну так, да, вот, можно сказать, в кавычках, конечно, во многом, но по сути так и есть, где брать исполненные системы, чтобы их там где-то не особенно долго организовывать, а просто взять пространство и отсюда просто взять как бы, и притянуть, да, в существующую реальность. Вот как раз таки в этом месте. И действительно можно создать элементы материи, да, которые позволяют развиваться миру, развиваться там Земле, землям, так скажем, да, планетам, потому что, поставив вопрос вообще, как Бог создавал пространство и в чем вообще разница от того, что продукты продаются в магазине, да, или их можно сделать управлением. Но ведь управление не совсем простое, не то, что они просто взяли и, например, ну, как бы материализовались, хотя такое, конечно, возможно, но это когда все это могут, тогда это может быть системно. Если хотя бы один не может, значит, они должны быть как-то приобретаться, да? Так вот, ну, там, продаваться в магазинах или просто раздаваться. И вот здесь вот именно развитие от одной точки времени, где есть благоприятный исход событий, да, создает именно возможность, ну, тоже по типу скатерти-самобранки, ну, примерно, так скажем, да, в этом плане, что здесь возникает именно развитие событий. То есть можно действительно там из одной лепешки сделать там 100 и больше, да, из одной рыбы можно сделать много рыб и так далее. Откуда вообще столько рыб в реке? Вот такой вопрос, да? Ясно, что они размножаются, но исходя из того, что ведь существует и другой принцип организации мира, вот в этот момент кто их создал? И как они вообще держатся на плаву? Почему вода не разливается? Почему вообще сила тяжести существует? То получается, что здесь как раз-таки очень удобно рассматривать вот эту методологию именно, так скажем, такого качества, когда вы очень четко видите, как вообще организовывается пространство и время сейчас. И когда вы начинаете прослеживать линию связи между этими рыбами, вы видите, как Бог кроит пространство, то есть вы видите, как Он посылает луч фактически вечной жизни. И вот на этом луче проявлено движение рыб. И этот луч — это есть конфигурация фактически и пространства, да, и времени. То есть почему рыба имеет такую форму, почему именно такая толща воды? А потому что здесь получается, что мы имеем, ну, фактически уровень создания в этот момент как бы дискретно, да, создается именно Богом пространство. То есть вы можете увидеть, как Бог участвует в работе пространства и как Он вообще его создает. То есть не просто там создает, а существуют еще следственные признаки, как создается следующий элемент пространства. Когда вы уже учитесь это делать, то вы можете создавать тогда органы, получается, как минимум. То есть, получается, вопрос лечения в данном случае это не некая там поточная система, некая система управления, это процесс создания практически по аналогии с тем, как делает Бог. И тогда вы уже не ошибаетесь, то есть вы можете четко построить там орган, да,
и так далее. В этой системе, ну, в принципе, упрощена система построения органов. А вот для системного уровня, там, именно функционирования систем именно в организме человека, ну, в принципе, не обязательно только человека, вообще в любых, да, как бы комплексных системах. Здесь как раз-таки можно применять и сочетать принципы универсального управления и управления временем. То есть внешнее универсальное управление как бы производит контроль над системными связями, а вот отдельные известные системы очень просто делать через управление временем, которые как бы локально существуют, да, в виде органов, там, в виде каких-то объектов информации. Но в этой же системе управления временем, конечно, есть и система управления как бы динамическими системными связями. Только она находится на уровне вашего восприятия, но как бы глубоко в вашей душе. Именно когда вы рассматриваете расположение души внутри вашего физического тела. То есть системный уровень — это вы сами. Ваше изображение, отраженное во времени, контролирует всю внешнюю систему. Получается, вам достаточно построить одну клетку, и получается, что вы можете организовать уровень человека тогда. То есть из клетки создан человек, да? Из одного импульса Бога создан весь мир. И тогда возникает вопрос, для человека же и он сам, то есть Бог также, да, самосоздался, в том числе и в этом импульсе. И здесь получается, что именно вот это вот внешнее знание, да, Бога о себе, это есть передача времени человека. Ну, то есть, например, Бог решил там такую поставить задачу: познать о себе, ну, там, больше с точки зрения человеческого познания. То есть он должен понять тогда, как мыслит человек и его создание, учитывая, что он все равно это знает, да, то он должен понять как человек. То есть он должен стать человеком в этот момент, в качестве человека выступать. И когда он начинает выступать, ну, как бы в системе своего восприятия в качестве человека, то он начинает понимать, ну, он так как здесь получается, что Бог, он всегда все понимает. Вопрос только в том, что он как бы начинает воспринимать, как бы понимал человек, да, и одновременно также понимает, то есть различие между Богом и всеми людьми отсутствует. Именно вот здесь очень важный момент существует вот в этой методологии. В этом случае нет различия, ну, как скажем, на информации восприятия Бога, потому что мы сейчас о Боге именно говорим в данном случае, и всем человечеством нет различий. То есть Бог понимает, как все люди вместе взятые. Это особенность Бога в этом. И когда он начинает, например, такую структуру понимать, то он сразу попадает, в принципе, им же самим созданный принцип, самим Богом созданный принцип равенства всех людей. Ведь понимание одно, то есть получается это одна сфера такая, да, как бы такая вот внутренняя свечающаяся сфера в душе каждого человека. Ясно, что человек независим, ясно, что в человеческом понимании он совершенно свободен. Существует полнейшая неприкосновенность личности, потому что Бога достать все равно невозможно. И вот это вот восприятие, ну, имеется в виду, как бы достать в уровне там навязывания каких-то там внешних систем давления и так далее. То есть получается, что когда в том числе Бог является человеком, все равно, значит, он находится на статусе управления от Бога. И получается, что вот восприятие одновременно всех людей ставит тогда людей вот в реальную систему защиты, ну, как минимум от защиты от макроуничтожения, потому что коллективное мнение, воспринимаемое Богом, это все будущее вечного развития. Бог воспринимает как уровень все-таки вечности, и получается, что он дает им вечность. То есть диалоговый режим, он воспринимает и делает вечность одновременно, потому что когда он воспринимает всех, он создает всем. Один элемент всеобщего создания — это бесконечное развитие сразу же. Там нету, вот, например, как бы необобщенных связей. Вот есть как раз в этом интервале времени, когда мы рассматриваем всеобщее восприятие и восприятие Бога, или такой элемент, как восприятие Бога такое, что он воспринимает всех людей сразу, то там как раз-таки очень четко правильной связи именно всеобщности. Достаточно, вот, ну, например, Богу даже воспринять два человека. Достаточно воспринять, что один человек что-то делает. Два различных действия. Да, человек сделал движение какое-то
рукой, или он подумал, и уже он получает бесконечную жизнь сразу же, потому что любое следственное второе явление после моноимпульса, да, это уже бесконечность. Потому что стоит только Богу думать о двух явлениях, он дает сразу же бесконечность, воспроизводит. И получается, что взор Бога всегда направлен в бесконечность, потому что Бог просто так делает из сущности устойчивости мира. Только тогда мир устойчив, когда Бог постоянно создает. И получается, что это закон, который установил, понятно, сам Бог, но закон, который, понимая, люди очень просто могут тогда как бы становиться вот на этот, ну, своеобразный там уровень световой такой платформы, где есть вечная жизнь, которая уже на самом деле, она по сути-то от времени не зависит. Ведь понятие вечной жизни – это жизнь больше событийная, там, где вообще нет времени. То есть в логическом понятии время, понятно, движется, но при вечной жизни ведь человек должен жить вечно, то есть там другого критерия нет. Значит, получается, что как бы для него вообще-то по сути, по большой, время становится непринципиальным элементом. И чем больше человек развивается по времени, да, тем менее становятся актуальны ну, какие-то проблемы, связанные с тем, что вот он куда-нибудь там опоздает или куда-то не успеет. И вот обратите внимание, это мощный технологический элемент управления, чтобы увеличивать время до встречи, ну, то есть не опоздать, да, чтобы не было пробок на дорогах и так далее, или чтобы там вовремя сделать восстановление здоровья, оздоровление, там, ну, чтобы не было потом необходимости больше применять управление в этом плане. Достаточно именно историю развития событий увеличить, то есть увеличить время действия, ну, то есть как бы его вроде как искусственно растянуть получается, но это на самом деле это не так. Вы что делаете? Вы смотрите свой статус, соединенный с бесконечным развитием. То есть фактически переходите в фазу вечности. И вот это свечение дает возможность делать дела спокойно, успевать, да, при любом, в принципе, количестве дел, ну, которые вы хотите делать. И здесь вырисовывается еще принцип, кстати, вот полной свободы человека. Потому что человек, имеющий все-таки вневременной уровень управления в качестве элемента управления, уже достаточно свободен, даже, можно сказать, полностью свободен, потому что он контролирует временные связки событий. А принцип свободы в чем заключается? Если есть, ну, на уровне управления, в чем логически ясно, а вот если есть некое ограничение действий, но человек вышел, например, в невременную конструкцию через духовный уровень, предположим, и его дух свободен, он делает правильные точные действия. Дух тогда начинает действовать синхронно с телом. Вот синхронизация, например, духа, души, тела и сознания в структуре как бы управления, ну что же, то есть получается личной свободы действий. То есть понятие свободы – это отсутствие в том числе ограничений, ну, для решения какого-то дела. Например, вы хотите делать, а у вас еще там много дел, да? И вам нужно в этой системе дел, так скажем, ну, не ведя там какую-то книжку записи, а вот просто идя для решения одного дела, другого, во-первых, отслеживать события, во-вторых, уметь среди этих, фактически они идут как потоковая система, развить оптимизацию. Вот понятие такое, что понятно, что человек свободен, сам себе выбирает и делает, но чтобы успеть, чтобы какое-то дело как бы не сковывало, да, там менее значимое, здесь получается, вот можно выработать именно систему синхронизации, то есть когда амплитуда оптического движения духа, души, тела, сознания, вообще всех элементов личности дает творческое развитие уже времени, то есть душа развивает время уже творчески, то есть творчество, где отсутствуют как бы жесткие изгибы, где нет замедления. И вы тогда начинаете двигаться вперед, ну, благоприятно, то есть устойчиво, спокойно, радостно, без каких-либо там эксцессов, замедлений, и получается, что вы становитесь как-то более свободны, потому что, причем при том, что я говорю о той свободе, которая, вот здесь надо еще раз, я акцентирую внимание, речь не идет в данном случае о том, что вас кто-то ограничивает или там держит за руку, а просто-навсего вы
успеваете вот эти вот зацепки, как бы замедляющие развитие событий, их не то что там не делать, а управлять ими. И получается, когда вы видите структуру управления, вы внутренне становитесь свободнее. Вот это называется внутреннее время действия. Именно раскрепощенность, то есть распределение вашего времени действия, духовного действия на бесконечность, это по сути и есть действие, ну, по логике действие свободное, да, действие свободы. Потому что ведь дух, который распространяется в бесконечность, это же тоже какое-то действие. Как вообще взять и дух распространить? Что за механизм должен работать? Как сделать так, чтобы присутствие духа было в любой точке мира вашего? А вот именно так можно сделать. Это один из методов. Надо просто-навсего дух вывести именно на уровень управления в оптике над уровнем как бы физических событий. И получается синхронизировать именно вот в свечении. Что такое амплитуда, да, синхронизация? Когда душа, дух и тело делают одно и то же. Ну и сознание, да, ум, интеллект человека. Вот полная синхронизация. И вот здесь получается действительно идущий от вас дух абсолютно свободен в действии. Понятно, что он и так свободен, но в случае он технологически знает путь. Значит, он просто быстрее это сделает, да? И тогда вы видите управление уже в бесконечной фазе. Вот для вас бесконечность становится управляемым элементом. Тогда возникает вот как раз-таки этот вопрос и ответ одновременно, что как раз-таки для этого и нужно, значит, время, чтобы управлять бесконечными фазами будущих событий. Потому что проекция бесконечности дает фактически личность человека в его действии. Все события бесконечности все равно ложатся на предметный уровень, то есть в организацию предметов. Для чего нужны предметы в данном случае, да, физического мира? Потому что вот минимальный переход от уровня какого-то там кубического, сфероидального и вот это вот создание предметной области, ну, физического мира, конкретных элементов реальности, из бесконечной фазы все равно складывается в конечные фокусировки. Даже вот, например, оптики, да, можно проследить, как фокусируется оптика внешнего какого-то явления, и проследить, как действует там даже, например, какая-то отдаленная звезда, какой-то листочек дерева и так далее, вообще любой элемент реальности на конкретное, например, там заболевание, на конкретную ситуацию. И здесь уже можно выяснить узловые точки уже во всем мироздании. То есть в данном случае я говорил о том, что человек ну, вот, больше работает с собой, вот, да, в предшествующей части лекции. А сейчас я уже показываю сразу же на управлении, где в мироздании существуют такие вот проблемные, возможно, точки, на которые нужно сделать управление. И вот здесь очень четко можно определить вообще где, с точки зрения бесконечного развития. То есть плоскость бесконечного времени, вообще бесконечности, сначала это как бы плоская величина. То есть вы воспринимаете как плоское свечение, идущее к вам, и чтобы отрегулировать события конкретно ваши, вы должны сделать концентрацию, ну как бы отражение от плоскости идет на ваше событие, и вы видите себя в благоприятном виде. Да? Вот этот уровень, ну, где существует, как я сказал, там уже решенные события. Так вот, чтобы эти решенные события вообще взять, потому что как решить, в основном люди знают, что они хотят. Получается, что именно взять, ну, как бы вот этот объем информации, мы, значит, должны синхронизировать и согласовать, получается, со всем бесконечным развитием всего будущего, да, с учетом всех бесконечных прошлых событий. То есть фактически это работа вне пространства, ну, в том числе и физического. И теперь понятно, почему Бог, создавая мир, он находился вне пространства и времени, потому что в данном случае, чтобы событие, как бы, хотя бы его взять себе, да, нужно как бы форму пространства, ну, как бы отогнуть, да, потому что событие, ну, как некое яйцо, клеится к такому изгибу пространства, и причем, ну, клеится, конечно, условно, причем вот этот изгиб зависит от того, как вы далеко воспринимаете бесконечность. То есть чем вы больше знаете будущее события, тем вам проще это яйцо как бы отклеить. И вот развитие духа бесконечности, то есть вот это внутреннее видение событий, упрощает систему управления. То есть достижение управления в данном случае становится более быстрым, более эффективным, потому что
среда более податлива, ну, как некий плод, который именно созревает, да, или как некое яйцо, которое фактически обладает внутренним и внешним уровнем одновременного развития. Внешний мир, а внутренний мир — это как бы то, что будет жить во внешнем, да, и так далее. И получается, что мы имеем связь, где имеется, ну, как бы обратная сторона предмета, да, любого, то есть где идет организация, ну, такого управления, например, как сделать так, чтобы взять и посмотреть с другой стороны там какого-то предмета, да, вот данного стола, предположим, или посмотреть на какую-то улицу, находясь здесь. А для этого нужно как бы физическим зрением, как бы по скату времени просто посмотреть, то есть расположить импульс зрения, чтобы он как бы скатился на другую сторону, да? Оптика, которая имеет другое свойство в визуализации. Не то, что вы смотрите линейным уровнем восприятия, а возьмите и согните оптику. Так же, как Бог создавал пространство. Тогда какая разница, вы видите с той стороны любой предмет. Значит, ну это как бы для таких объемных масс, да? Хотите попасть внутрь предмета, да? Фактически я сейчас даю управляющее сновидение, по сути, вот технологию. Но чтобы внутрь посмотреть, то вы должны, получается, как бы сделать тут систему перехода, то есть создать уровень вневременной, потом уровень времени, динамического времени, и создать так называемые коридорные системы, где внутри вы видите Бога. То есть когда вы внутри любого действия видите, пусть даже на там, определенном там, расстоянии, или далеко, или близко, но именно действие Бога, как вообще Бог здесь действовал, то вы видите внутреннюю реальность. То есть вообще там любую там микросистему, кристаллическую решетку любого вещества и так далее. Буквально видите в реальном времени, как там все движется, эти молекулы и так далее. И когда вы начинаете оттуда как бы выходить, да, из этой системы как бы микромира, то имейте в виду, что вот очень четкая диагностическая система, первый признак выхода — это лично вы. То есть вы правильно из системы вышли, здесь еще надо уметь правильно выйти, кстати. То есть никаких проблем, конечно, не будет, если вы выйдете там произвольно, да? Но чтобы иметь следующий уровень развития, фактически как бы следующий уровень управления временем, надо уметь еще правильно выходить. То есть вот в технологии управления временем есть очень важная величина, что траектория входа в некоторых случаях очень важна, если она совпадает с траекторией выхода. То есть надо уметь как бы выйти по той же именно проторенной, да, тропинке, так скажем. А как это сделать? Ведь на логике время движется, как можно тем же временем, да, получается, вернуться назад? То есть логически эта задача практически она ну, как бы не решается, что ли, кроме как, может быть, в каких-то формулах математических она, ну, функционально она решается, понятно. Но вот, например, как человеку это сделать? Тогда получается, что он опять уже приходит к тому, что он должен делать так, как делает Бог. Для Бога одинаково все. Что прошлое время, что будущее, там, или вообще он мыслит категориями вне времени. Именно восприятие пространства и рождение, создание пространства. Этого достаточно для Бога. А вот когда для человека нужно, например, все-таки эту тропинку назад найти, то это делается для того, чтобы визуализировать, вообще говоря, себя. То человек всегда должен знать, где он находится. Много временных систем, время имеет разную природу, разные действия, разный, кстати, срок действия. Один интервал времени действует бесконечно, другой там может иметь какую-то интервальность или конечную систему действия. И вот когда человек находится во многих системах времени, даже вот движение клеток в организме, тоже это разный временный интервал для каждой клетки, то он должен выработать элемент собственного присутствия. То есть фактически он должен организовать свою собственную личность. И вот когда вы начинаете думать над этим, то получается работа вне времени — это организация личности человека. Также и Бог организовал свою личность, находясь вне времени. И получается, что почему Он сделал, значит, подобными себе людей, потому что организация личности — это уникальный, это индивидуальный процесс. И поэтому, создав один раз себя, Он сделал то же самое для людей, потому что фактически здесь существует именно элемент как человеческого, как бы общеприсутственного времени, то есть время присутствует для всех людей. И если ставить вопрос, вот, как человек может передать знания другому человеку, достаточно только
выйти часто во временной интервал другого человека и помочь с событиями, то есть именно с событиями во времени. Вот именно четко на ось времени будущих событий человека выйти и просто скоррелировать, и все. Не надо, вообще говоря, часто в сами события входить. Есть определенная этика, которая говорит о том, что вот чтобы человек, скажем так, мог работать бесконечное время с событиями других людей, достаточно работать в чистом виде со временем. И это очень четко там видно. Вот есть ось времени, и она как бы немножко прогнулась, да? Ясно, что должна быть ровной. Взять ее, поднять, и все. И не надо знать тогда, какие события. Но если она как бы сложно поднимается, можно, где события связаны с макроспасением, с какие-то визуализировать. И вот принцип независимости именно человека, полной свободы, там запрет на доступ к его личной информации, если она там не угрожает, там, например, да, цивилизации кому-либо, то получается, что как раз-таки можно эту систему обеспечить через работу со временем, где, выделяя чистые фракции времени, управление, производя временем, можно четко знать, что вы делаете благоприятную систему для развития человека, там его оздоравливаете, выравниваете фактически его линию жизни, да, в лучшую сторону, но при этом вы абсолютно не затрагиваете событийной картины. Время и события в данном случае это разные системы. Время отделено от событий. И только по нити времени очень четко определяется, как вообще ситуация развивается, куда вообще надо двигаться. Но есть такое понятие, там, ходить по нити некой там направляющей, да? Здесь то же самое. То, скажем, в эпосах там древних бросалась некая нить, клубок, и много таких сходных историй, что люди двигаются, но при этом они двигаются по некой нити, они же не визуализируют пространство, им достаточно нити. И то же самое и здесь. Здесь просто-навсего достаточно просканировать внутренним взором, обычно это духовная диагностика, духом именно, и видна вот эта нить времени. Так вот, здесь как раз-таки дух попадает в бесконечную фазу событий. Вот именно очень простой путь. Достаточно объективизировать время, а время все равно слито на определенном уровне контакта со всеми событиями. То получается, что есть точка сливания. Это понятно, что это Бог, проявление Бога, но технологически эта точка существует в любом предмете. И здесь очень четко видно, где событийная точка как бы времени вкручивается в структуру вещества и начинает создание вещества. То есть время выступает как некий кристаллизатор. Ну понятно, кристаллы растут тоже по времени, да? Так вот, чтобы замедлить рост кристалла или там излечить человеку опухоль, достаточно найти вот этот узловой уровень, где происходит, например, временная структура развития, да? Можно очень просто выйти в жесткую, в дискретную фазу замедления, тогда опухоль начинает рассыпаться. Вот здесь, кстати, вот как раз таки используется элемент разрыва временного интервала. Там, где процессы негативные, очень просто взять структуру как бы механически на уровне оптики, раздвинуть, и вы получаете очень просто, нет проблем, что система начинает быть нефункциональной, негативная система. И вам не нужно для этого там клеточный состав изучать или что-то еще. Диагностика организма заключается только в контроле временных систем. И каждая часть системы очень четко она определяет состояние времени человека, времени конкретного органа и всех событий сразу. То есть есть вертикальная часть, есть горизонтальная. Поэтому и существует крест. Вертикальная — это органическая система, горизонтальная — линия будущего. И в других там региональных системах есть там полумесяц, это значит переход формы, например, сфероидальной в любую другую, да? Это получается время многообразное, там где время действия и время развития. То есть получается ни одна из религий по сути в данном случае не делает как бы что-то то же самое. Каждая религия дает все новый уровень развития человечества. И получается, что объединение религии — это есть цельный путь. Вот именно интеграция религии, интеграция мышления созидательного и так далее. И поэтому вот
интеграция, то есть переход времени в пространство и управление временем для этого, мы получаем четкий контроль и управление событиями. И по возможности стараюсь эту лекцию использовать именно как прикладной четкий элемент управления, где вы получаете управление, работая прямо вот с оптикой времени, с оптическими элементами времени, ну еще дополняя, вот, например, элементами познания. Работать желательно по этой лекции интенсивно, то есть быстро, не фиксируясь долго на каких-то элементах, ну, в плане, вот, например, того, чтобы разобрать, там, да, этот элемент дополнить следующим уровнем управления, а именно идти просто по управлению как можно проще, легче, быстрее. Вот эта лекция построена именно так. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание большое.